роста. Следующий, друзья, слайд. Это уже у нас город-муниципалитет Гермосоя. Здесь, друзья, тоже ситуация, ну, как бы неоднозначная. Видим, что мы говорим о новом только жилье сейчас. Снижение за месяц минус 0,09%. Но стоимость квадратного метра, посмотрите, да, ну, во-первых, географию посмотрите, как расположен этот муниципалитет. И стоимость здесь 5404 евро, то есть достаточно дорогая недвижимость. Мы говорим о новой недвижимости, но сравнимо где-то с Лимассолом, и то с определенными локациями. То есть дорогая недвижимость, возможно, поэтому показывает динамику снижения. То есть рынок перенасыщен дорогой недвижимостью, а покупателей нет. Хотя я читаю местных риэлторов, тут трубят все, что прям бум. Не знаю, где они берут информацию по поводу того, что бум по покупкам. Я использую статистику, которую в открытом доступе есть. Это управление или служба статистики о количестве, так сказать, недвижимости, которая эксплуатируется на территории острова Кипр. Информация, которую стоимостная, это у меня есть патент, есть авторское право, так оно называется, да, то есть это программное обеспечение, которое помогает мне собирать всю информацию или по-модному мониторить рынок недвижимости острова по крупным интернет-порталам, сайтам. Ну, номер один это Базарак, естественно. И я с 2019 года этим системно занимаюсь, поэтому я как бы очень четко вижу, что происходит с недвижимостью и откуда у них, ну понятно, это продавцы, риэлторы это продавцы, чтобы было понятно, их задача сначала продать, а потом возможно анализировать. И то вопрос, возможно, может быть. Ну, я неплохо, нехорошо говорю о риэлторах. Риэлторы, продавцы, это их профессия, это вполне нормально. Да? Я не продаю недвижимость, поэтому у меня нет, так сказать, никакого, как оно правильно, мотива завышать или занижать стоимостные показатели, о которых мы с вами сейчас говорим. Итак, еще раз повторимся. Внизу подтверждающие данные табличка экселевская, и мы видим за год, то есть за месяц снижение 0,09%. Недвижимость достаточно дорогая. Посмотрите по локациям, ценовым зонам. И 7 тысяч есть. В общем, ну, достаточно дорогая недвижимость. Переходим к следующему слайду, где мы посмотрим, что произошло с данным муниципалитетом Гермосоя на протяжении 1 года. Период исследования февраль 2025 год, 5331 евро стоимость квадратного метра. И видим, что, друзья, уже в феврале 2026 года это 5404 евро. Что, собственно говоря, последний месяц мы уже обсуждали, показало незначительную динамику снижения, но в годовом измерении, если вы посмотрите на табличные данные, видим рост 1,37%. Не так, как в Лимассоле, 2% с лишним, да, а всего лишь 1,37%. Но еще раз, мое предположение, все-таки стоимость здесь недвижимости завышена. Хотя, еще раз повторюсь, мы исследуем недвижимость, которая в многоквартирных домах. То есть здесь нет ни вилл с сумасшедшими ценниками там, от 1 000 000 евро и выше и так далее. Да. То есть здесь, так сказать, новое жилье в многоквартирных домах, в жилищных или в жилых комплексах. Следующий, друзья, слайд посвящен городу Ипсо-Нас. Также видим, выделен он таким цветом меди, да, наверное, Сайпрус. Ну, помните, что даже в честь острова Кипр была названа медь, так как древние люди здесь, одни из первых, в общем-то, добывали ее чуть ли не открытым способом. Итак, мы видим, что в городе, муниципалитете Ипсонас здесь также новое только жилье, рост за месяц 0,38%. Недвижимость бюджетная, видим 2896 евро за квадратный метр. Ну, эти данные можете перепроверить внизу в табличке. Смотрим, что произошло за год в данном городе-муниципалитете. Февраль 2025 год. 2902 евро стоимость квадратного метра. Друзья, смотрим, что на протяжении практически 11 месяцев видели снижение стоимости квадратного метра. И только с декабря 2025 года, соответственно,
январь 2026 года и февраль мы увидели динамику роста. То есть вот так себя ведет рынок недвижимости. То есть не бывает так, что вот или вниз, или вверх. Вот эти колебательные процессы, они очень важны для понимания процессов, которые происходят с рынком. Я вам это и демонстрирую. Итак, друзья, сравнивая февраль 2026 года с февралем 2025 года, мы видим, что стоимость квадратного метра снизилась на 0,21%. То есть практически, может быть, не изменилась, но период вот такой проходила, когда снижалась стоимость, когда повышалась. С чем это связано, друзья, пока не знаю. Переходим к следующему городу. Это Ката-Полимидия, последний город-муниципалитет, достаточно развитый там рынок. Вы видите это по экселевским данным, табличка, она заполнена вся. Видим, что только у нас новое жилье показало динамику роста за месяц плюс 0,30%. Также средняя стоимость квадратного метра достигла 3294 евро за квадратный метр. Можете посмотреть по локациям или ценовым зонам, сколько стоит стоимость квадратного метра. Также мы видим, что рост стоимости всего лишь за один, так сказать, месяц 0,30%. Но повторяются данные в табличке, которая внизу. Они дублируют те данные, которые мы видим на карте. Ну и, так сказать, уже смотрим, что произошло за год в данном городе-муниципалитете. Период исследования у нас, естественно, февраль 2025 года – это 3316 евро. И февраль 2026 года это 3294 евро. Да. Что в годовом измерении, друзья, смотрите, показала динамику снижения. То есть это второй город-муниципалитет. Ипсанас, я вам уже называл, и Ката-Полимидия показали в годовом измерении почему-то динамику снижения. Ну, здесь 0,5%, 0,64%. Можете посмотреть также по локациям или ценовым зонам, сколько стоит квадратный метр. Да, друзья, и вот еще раз отвечая на вопрос, что люди пишут, что ну скучно, ну какие цифры, ну тут же как оно называется, надо показывать жилищные комплексы, как красиво, какие-то обзоры по этим жилым комплексам, тогда это интересно, это драйвово. Друзья, напомню вам, что у меня не развлекательный контент, у меня познавательный контент, а данная информация, она архиважна как для покупателей, так и для продавцов. Они могут определиться с рыночной стоимостью своей недвижимости, если продают, или же с будущей покупкой, сколько будет стоить квадратный метр. Делается это очень просто. Вы находите, предполагаем, ту локацию, где хотели бы приобрести недвижимость. По паспорту понимаем примерно, что, допустим, однокомнатная квартира может быть где-то 60 квадратных метров. Умножаем 60 квадратных метров на то или иное число, стоимость квадратного метра в евро у меня, и вы получите среднюю рыночную стоимость апартаментов, которые планируете купить. Ну и также для продавцов, друзья. В свое время в Украине был нами написано, я и компания Lean Consulting готовили техническое задание для фонда госимущества, когда, в общем-то, стала задача с продажи недвижимости собирать, так сказать, налоги именно с вот этой рыночной, ну не рыночной, а ценочной она называется стоимость. Так вот эти все алгоритмы были заложены давно-давно, и с учетом того, что это все работает по целой Украине, напомню вам, до войны 45 миллионов проживало в Украине, 24 крупных областных города-центра, то вот город, вернее, ну, я хотел сказать город Ката-Полимидия, на самом деле, что остров Кипр для меня, ну, это даже, это как один район административный в городе Киеве, Голосеевский, допустим, да, там 700 тысяч проживает. Поэтому мне это приносит просто удовольствие, правда.